Андрюш, скажи, пожалуйста, во-первых, сколько тебе сейчас лет? Мне сейчас 14 лет. 14 лет. Ребят, 14 лет, подождите, я хочу показать в 14... Вставай. Вставай. В 14 лет, посмотрите. Папа, а ну-ка, подержи так вот. Сейчас я возьму Чтоб. камеру. Ну-ка. О. Посмотрите, как выглядит. Так, чтобы было все по чесноку, да? О. 14 лет, мальчик. Девочка, что ты делаешь рядом, понимаешь? Да. И чтобы вы понимали, Андрюша сейчас находится в отпуске. Он немножечко в таком расслабленном состоянии. Сейчас тренировочки немножечко отошли на задний план, потому что папа дал ему каникулы. Он был у нас в отдыхе. И мы сейчас именно как раз хотим приступить к проекту с новыми силами. Да, вот 14 лет, посмотрите на ребенка. Да, причем так, не напрягаясь, да, вот так, с мышцами, у нас все хорошо. Я даже раздеваться ты не будешь, да, сегодня? Или что, можешь раздеться? Потом, хорошо, я просто боюсь, что девушки моего возраста, они не выдержат, они испортят себе настроение на все воскресенье, потому что я рядом с ним стою, а вы будете смотреть его только по экранам. Мы покажем его мускулы попозже, не сегодня, предупреждаю, но досмотрите нас до конца. Давай присядем, а то мы же будем разговаривать. Папа, Я пока вот ты тут. пока тут? Да. Андрюш, вот скажи, пожалуйста, а тебе было сколько лет, когда папа так интенсивно начал с тобой заниматься? 6,5 где-то, 5. 5 лет. Да. Вот для тебя это, наверное, был шок вот для ребенка. Ты вообще помнишь эти ощущения, вот, как папа начал заниматься? Он тебе предложил или просто сказал, давай пойдем делать? Как это вообще происходило? Вообще я сам сначала захотел Ну, я очень много бегал в детстве. Да? Да, Сам? Просто да, бегал или бегал за дружбанами? Сам просто любил бегать, и помню, было ощущение, что если чем я больше бегу, тем у меня больше сил. Если я останавливаюсь, то сразу силы все пропадали. Пропадали, да? Да. И как-то папа предложил, давай там попробуем там, отжаться. Там. Отжался, помню, первый раз там раза в 5 с трудом. 5 лет, 5 раз, да, ты отжался? Да, где-то так. Ага. Еле-еле. И потом папа мне начал показывать, как правильно отжиматься. А там. через неделю, то есть он отжался 5 раз трудом, а через неделю он уже отжимался 100 раз. Вы слышите? Через неделю 5 раз и через неделю 100 раз. Прогресс, ну я не знаю, кто в мире имеет такой прогресс, потому что когда во время тренировок каждую неделю мы добавляли по несколько сотен раз. По несколько сотен, не пару раз, да, по несколько сотен. Ну вот опять-таки. А как, подожди, вот мне вот интересно, вот я вот тупой человек в этом, вот честно, я сейчас тебе задам вопрос, который задаст любой человек, который вас сейчас смотрит. Ну, конечно, никто не верит, понятное дело, да, у нас как люди, та бреше, что воно там каже, 100 раз добавил, да. Ну хорошо, а скажи, пожалуйста, а как это можно сразу добавить 100 раз? Ну, это... Ты ему не давал останавливаться? Или Нет, как это происходило? Это общая загадка и для меня тоже, потому что, ну, я не знаю, с таким огромным прогрессом, как это возможно вообще делать. Но Андрей попробовал. Ну ты смотри, 5 раз он отжался. В следующий раз ты что ему На сказал? следующий день, нет, мы говорим, мы отжимаемся до конца, сколько можешь, столько и отжимаешься. Ага. И каждый день он начал добавлять, через неделю он отжался 100 раз. Когда Андрюша дошел до 1000 раз, мы решили зафиксировать этот рекорд в Национальном реестре Украины рекордов. Мы подали заявку, и где-то тоже приблизительно через 1,5 месяца была установка рекорда. То есть за 1,5 месяца прогресс Андрея был от 1000 до 7000 раз. В 7 раз увеличился прогресс. Во сколько лет? Это 7 лет. Ребята, вы вообще слышите? В 7 лет ребенок отжимается 7000 раз. Это вообще, ну вот как, это реально? У меня возникает вопрос в другом. Почему до сих пор Андрюша у нас, знаете, ходит спокойно по улицам, за ним не выстраивается очередь таких же подростков, которые говорят, Андрюха, ну, познакомь нас со своим папой, чтобы мы тренировались, и почему его до сих пор не показывают на телевидении всех планеты? Как самого сильного мальчика планеты, который живет в Украине, ребята, на минутку. Нет. На самом деле, насколько я знаю, мы с Андрюшей побывали во многих странах, и нас узнавали на улицах.
узнавали интересно. То есть подходили и как бы показывали на мышцы, ты там тот, он говорил, да, откуда вы знаете. То есть фактически сейчас во всех спортивных залах во всем мире катаются ролики с участием Андрея, с его тренировок и так далее. То есть это через спутник идет во всех залах. Нас узнавали в России, нас узнавали в Индии, нас много узнавали в Израиле. Вот, подходили к нам на улице, говорят, а вы случайно не те, которые там, говорят, да, ну вот. Так что через спутник идет очень много информации, и это все вещается в основном за границей. В тренажерных залах. Прекрасно. Да. У меня вопрос, почему в Украине мы нигде ничего не видим, почему наши передачи, которые показывают всякие гадости, да, которые пропагандируют пиво, мясо, фильмы про убийства нам сильно показывают нам плохие новости, после которых мы смотрим и жить уже не хочется, да, как обычно. Всем Короче, всем интересно это смотреть, чем... Показывают то, что люди всего хотят. Да. Хорошо, да, правильно, то, что они хотят. А почему они не хотят посмотреть на вот такого мальчика, которому 14 лет, и который в 7 лет отжимался 7000 раз? А штангу тоже, сколько у тебя рекорд? 1830 раз. Нет, но это зафиксированный Это рекорд. зафиксированный рекорд, Домашний рекорд домашний. это был 2100 раз. Штанга 50% веса, от собственного веса. Хотя на 2100 раз мы останавливались, Андрюша свободно мог делать еще несколько сотен раз, но мы все равно шли постепенно. То есть фактически в программе, которую мы будем делать, я покажу источники, откуда вообще взялась эта технология и все остальное. Потому что один из врачей на одной выставке сказал о том, что, ну, опять-таки бросил такую идею, что возможности тела абсолютно не ограничены. Если мы начинаем заниматься с детьми с детского возраста, когда их мозг еще не настолько изгажен вот этой всей, скажем так, всем этим бытом, всем этим болью, всеми этими проблемами, то фактически жать можно бесконечно, и при этом не испытывая ни боль, ни усталость. То есть нужно правильно подходить. Это то же самое, как йоги индийские могут отключать сердце, запускать сердце, могут входить в состояние сна на долгие десятилетия, потом подниматься. Все идет через наше сознание, и главное, наш мозг это наш враг и главный обманщик, да, он обманывает нас. Он всегда нам говорит о том, что стоп, это не твое, стоп, остановись, потому что не надо, и так далее, и так далее. А то есть, если его... Чтобы не напрягаться. Да. Чтобы не напрягаться. Кстати, я когда-то к Саше подошла и говорю, Саш, а что если ты проведешь тренировочку со мной? А он мне говорит, а ты выдержишь? Я говорю, ну мне вообще интересно. А он мне говорит, понимаешь, у меня самая суть тренировки в том, что тренировка начинается уже тогда, когда ты уже говоришь, я не могу. Когда вот, казалось бы, организм говорит, что все, уже я не могу, я вздыхаю, вот тут начинается самое интересное. Мы продолжаем работать, и организм выдает тебе самые главные вот эти залежи, вот эти полезные ископаемые, о которых ты не догадывался. Только они просто очень глубоко зарыты. Да, но на самом деле эти слова сказал еще Арнольд Шварценеггер о том, что когда вы в тренажерном зале берете штангу, качаете ее, предположим, там 20 раз, и на 20 раз вы уже не можете. Вот тут начинается тренировка. Вы делаете последних 2 раза даже с помощью тренера, и вот именно эти 2 раза являются основными. А 20 раз это просто разминка. Поэтому нужно идти через себя, переступать. И, в принципе, наши тренировки заключались не в том, скажем так, когда наши вот спортсмены тренируются, да, устают, и с каждым разом они опускают вес и количество жимов. А мы же делали наоборот, мы поднимали каждый раз вес, и при поднятии веса увеличивали количество действий. То есть, фактически, организм начинал понимать о том, что деваться ему некуда. И все. Да, мозг говорил о том, что... Хрен ты сдвинешься с подводной лодки, что это все понимаешь, и, да. И самое удивительное, что у Андрея никогда не было крепатуры. То есть, фактически, после тренировки, на следующий день он приходил, не, все нормально, и все. То есть, ну, вначале, конечно, была усталость, ну,
Куда ж без этого, в принципе. Но на следующий день никакой крепатуры, ничего не было. Самое главное это реабилитация, самое главное это восстановление, это правильное питание, это хороший сон. И основное правило вот в тяжелой атлетике, в бодибилдинге, в пауэрлифтинге, это 30% спорта и 70% отдыха, сна, питания и развлечения. То есть чем больше человек отдыхает и, скажем так, получает удовольствие, тем больше растут те же мышцы, увеличивается сила и так далее. То есть не надо переходить грань, не надо там себя забивать по полной программе. Ну, Это, ребята, это называется жизнь. Понимаете, когда вы все делаете с удовольствием. Вот, кстати, насчет удовольствия. Вот, Андрюшенька, вот буду провокационные сейчас вопросы задавать. Вот люди посмотрели вот эту передачу, где папа над тобой издевается. Скажи честно, вот папа нас не слышит, можешь мне сказать честно. Тебе не хотелось его когда-нибудь убить? Просто так, знаешь, в детском возрасте сказать себе: папа, я хочу тебя убить, сколько можно надо мной издеваться. Вот по-честному.